Это касается всех. Тебя это касается в первую очередь, потому что ты кто? Ты хочешь научиться делать все правильно. Я помогу тебе и всем. Значит, сегодня тема у нас похожа на тему и очень сильно касается с темой, которая у нас была уже касательно хайпа. Хайп, но в фильме. Мы назовем эту тему session плюс хайп. Вот так будет называться эта тема. Типа, как вот типа прикольно сессионить, чтобы один session это был один выход. Да? Понятно, о чем я говорю? Вы, я думаю, уже поняли. То есть то, что у нас уже в последнее время иногда так бывает, и это прикольно. Итак, очень большое внимание сейчас на меня. Значит, наша задача на сейшене просто танцевать. И очень круто танцевать, когда мы сами не знаем, что будет сейчас происходить на танцполе не только от какого-то человека, а и от нас самих тоже, в первую очередь. Я постараюсь говорить так, чтобы тебе было просто переводить. Значит, в первую очередь непонятно, что будет от людей, то есть прикольно, да, то есть нужно ввести друг друга в транс, в общий вайб. То есть вот это вот слово максимально правильно подходит, это вайб, когда все находятся в одной такой атмосфере, все это одно целое, и в итоге нам не нужно делать старт-мув, потому что старт-мув уже был вместо нас. Понятно? Ну заходи быстрее, садись. И, короче, вся фишка этого сессиона в том, этой темы, в том, что не нужно париться ни о чем, о том, что вы будете делать. Не нужно стоять и тренить что-то. Вы можете там увидеть, например, что кто-то что-то прикольное сделал, какой-то мув прикольный, прикольно прыгнул. Вы можете потом, спустя 5, 10, 15 секунд, минуту попробовать это сделать, и это будет нормально. Но не стоять и тренить просто свои штуки, либо не стоять и просто говорить, блин, да я просто не могу хайпить тебя, потому что я очень внимательно смотрю. Зачем? Мы снимаем это все на видео, и вы можете, если вы запомните прикольный After Effects раунда какого-то, вы можете пересмотреть видео. Сразу же 2 плюса. Вы не отвлекаетесь, вы в вайбе, да, вы не отвлекаетесь и в вайбе с этим человеком, который танцует. И второй плюс — это мне просмотр на ютубе от вас. Да? Поэтому не стесняйтесь смотреть видео и запоминать, что о, вот это надо будет посмотреть. Записать себе там в заметочки, пересмотреть на видео. Это там как, например, когда тайдайс танцует, все снимают его на телефоны, чтобы у каждого вот был свой материал вот этого раунда тайдайза. В итоге все равно этот раунд есть в крутом качестве на ютубе. Зачем было в этот момент снимать на телефон, понимаете? Это такой пример. Мы такого не делаем, это классно. Вот. Но типа когда... Это пример того, что вот кто-то снимает на телефон, а кто-то просто завтыкал и отвлекся от этой атмосферы, которая сейчас есть на танцполе. Поэтому мой месседж просто быть каждый раз с танцором на танцполе. И следующее, теперь как вот типа делать так, чтобы это все было целостно. Самое примитивное — это, да, передавать друг другу что-то, какую-то идею. Но у нас этого уже too much. Типа, если чувак не настроен на раунд, вы его как будто бы заставляете. Да, типа, я тебе сейчас бросаю. И типа, и чувак такой, о, как Святослав, и начинает выходить. Хотя он не настроен, либо он провтыкал. Да, идет такой мини-даунтайм, типа, переход вот этот. Я передаю Святославу, и Святослав такой, Артем мне никогда не передавал. И 3 секунды, да, идет тупняка жесткого. И это типа очень неприкольно. И о чем это говорит? О том, что ты не был со мной, когда я танцевал. Понял?
Это значит, что вот этот метод тоже не всегда прикольный, потому что и для чувака, например, вот я танцую, передаю ему, и для меня не прикольно, потому что пошел спад, да, и для него не прикольно, потому что он выглядит в ваших глазах как типа чувак, который налажал, ну облажался, потому что он не был со мной в моей атмосфере, не то, ну, в атмосфере танцора. Поэтому прикольно, когда вот, например, я просто танцую, и вы можете, допустим, вы видите, что мне там что-то сложно, мне не идет, идет какой-то, не знаю, спад по энергетике. Вы можете, закрой, пожалуйста, вы можете сами ворваться, вы там видите, что я такой стою, что-то делаю непонятное, и вы тупо, допустим, этим движением из-за камеры, не обязательно быть рядом, начинаете выходить, и я вас увижу, например, то есть это я там, к Соне говорю, которая видит и такая, блин, а что бы не попробовать, это же прикольно, ну, ты же не зря сюда ходишь, тем более у тебя супер креативные идеи. Почему бы не попробовать ворваться так, а не просто, чтобы тебя каждый раз там приглашали в дэнс. У меня такая же штука, как у тебя, на любых выездных моих сессионах, на которых я присутствую, open sessions, да, там, неважно, это Харьков, либо другой танцевальный зал, либо другая страна, я всегда так, ну, типа, не могу ворваться, потому что я как будто бы в себе говорю, да пусть другие потанцуют, что я, ну, что я, типа. И как будто бы я сам себе такой говорю, да, все нормально, типа, ну, ты успеешь еще, вот. Но это неправильно, это не круто. Поэтому, если ты чувствуешь, ну, вот у тебя есть желание, типа, желание, почему оно есть? Потому что я хочу развиваться. Я хочу развиваться. И просто с этой мыслью, давай, я сейчас почувствовал, что вот был щелчок. А что, если я зайду, бам, и ты идешь? И ты врываешься, и мне не нужно тебе передавать танец. Ты сама берешь свой момент. И типа, и мы можем вместе, если я не хочу уходить с танцпола, и я специально такой весь на характере стою, и вижу, что ты прешь, то я типа не буду далеко уходить. Да, там ты заберешь свое, и я могу там даже тебе словами сказать, типа, танцуем вместе. И ничего в этом такого зазорного, позорного нету, типа, о, разговоры там во время сессиона, да пофиг, типа, мы кайфуем все. Типа, чтобы не облажаться и чтобы быть все равно, типа, в каком-то в прикольной атмосфере, мы можем подсказывать друг другу. Например, вчера я танцую, и говорю Лилу, типа, снимай кепку, да, что-то такое было. Ну, просто, потому что я так захотел, чтобы у него было взаимодействие такое со мной. Вот я так захотел. Я типа просто стал, говорю, снимай кепку, и это доля секунды. Я не успеваю доворачиваться, и он снял кепку с меня. То есть вот он со мной был в танце. И это пример того, что чувак, если бы я сказал это Святославу, Святослав бы переводил мои слова еще 10 секунд. А потом бы вот так встал и такой, ну я налажал. Ну это пример, да, понятно? То есть это чисто корректировки вам, а не упреки, не замечания там, и так далее. Имейте в виду, что прикольно, когда сессион, чтобы вы не выходили и не делали такие прям старт-мувы с нуля, да. Ну, конечно же, может быть момент, когда кто-то танцует очень долго, как Маша, да, и этот вайб общий, когда мы танцуем один раунд, он типа уходит. И хочется там после длинного раунда, там, ты рассказала целую историю свою, там, да, ты уже стоишь, качаешь, уже там умираешь, и типа вся общая энергетика падает, мы начинаем просто за тебя переживать, хайпить. Поняла? Типа в этом прикол, когда ты прям вот 5 минут танцуешь. Прикольнее было бы, если бы ты там кому-то маякнула и типа показала мув, и этим мувом бум, и перешла, и кто-то вышел. И потом он тебе обратно маяк, бум, ты бы восстановилась, придумала бы, возможно, да, там, ну, не придумала, а мысль бы пришла. У меня это так, типа я ухожу и такой думаю, блин, а прикольно было бы, если бы я сделал то-то, то-то, просто вот все. И у меня есть эта мысль, и, например, я уже понимаю, что там после меня Лил выходит, и я стою рядом, чтобы там
понятно было Лилу, либо там кому-то еще, что типа, если что, я могу, типа, если что, я могу ворваться, и плюс у меня есть моя типа штука, которую я типа не дотанцевал, потому что я понимаю, что если бы я танцевал, я бы физически не смог удержать энергетику, и все бы не так захалось. А так, типа, вот энергетика, чувствую, что я устаю, Лил заходит и держит эту энергетику, и я потом обратно. Понятно? И вот так прикольно, потому что длиннее сессион будет на высоком уровне энергетики. Угу. И типа тоже момент. Когда вы выходите танцевать в сессион, внутрь круга, количество времени, оно может быть реально разное. Типа, да, вы можете танцевать и 10 минут, если типа это прикольно. Я понимаю, что у тебя проблемы там с таймингом, наверное, там, с внутренним таймером, что ты не понимаешь, сколько ты танцуешь, и типа затанцовываешься слишком. Поэтому тебе просто, да, сейчас, допустим, твоя задача на сессионы пробовать типа уследить за внутренним таймером, сколько ты там танцуешь. Но опять же, это не есть плохо. Лучше танцевать, чем просто простоять, да, чтобы ты не загонялась. Также вы можете танцевать, как я, допустим, выхожу и танцую 2-3 секунды и просто передаю. При этом, что я сделал? Типа, я просто вышел там на характере и перешел в другую сторону и кому-то передал. Я понимаю, что у вас сейчас такой момент, у начинающих, задача, типа, если я выхожу на танцпол, то мне нужно вот реально уже что-то сделать, показать. Но это сессион, мы вообще не удивляем никого, не нужно, а просто, типа, я так вижу. Я вижу, что, например, Лиза долго застоялась, и я просто, когда мне Лил передает, я просто ей дальше отдаю. Не потому, что я не хочу танцевать, а потому, что я так вижу. Либо же тоже момент, вы типа стоите, вам прикольно быть в этой атмосфере, но вы танцевать не хотите. И вы типа, как вы там делаете, я знаю, что вы так делаете, вы оп, и там выкидываете то, что вам типа передали. Да? Поэтому я и говорю, типа, не передавать, потому что вы как будто бы заставляете, типа, все, танцуй, давай. Типа, но у меня есть такой контраргумент на этот момент. Все же лучше выйти, чем отдать обратно. Да? Лучше все же 10-15 секунд просто там попробовать затестить какой-то характер, либо какой-то мув, чтобы внутри себя вот это состояние непрухи, либо нежелания перебить. Вот вчера, когда я снимал, я все время, это что там, 1,5 часа ходил с этой камерой, и типа я вообще заморозился, просто застыл. Ноги, тем более после фитнеса, залились, крепатура чувствовалась, и мне сложно было типа разгоняться, типа и вообще в целом выходить. Я думал, что я не буду танцевать. Но такой типа, окей, давай попробуй. Типа, почему нет? Почему нет? И все, и я просто танцевал. Мне пофиг было, типа, удивлять, не удивлять. Просто прикольно еще, когда я буду тоже с вами в атмосфере, а не буду только снимать. Понятно фишку? То есть хочется, чтобы сессион это было вот как он начался, и вот он закончился одним раундом. Что сессион для меня, крутой сессион, это когда есть один общий раунд. Просто который больше не направлен на фишки, а который направлен на характер и на флоу, на вайб. Вот это вот 3 таких можно момента, наверное. Возможно, я чего-то не договорил в плане того, что вот flow, character, vibe. Возможно, что-то еще, но это точно основное, вот эти вот 3 момента. Потому что на фишке, типа, круто, когда оно внезапно получается как-то. Вот, как то, что я выложил, да, в инсту, что так кепку я никогда не пробовал вообще делать. Бросать кепку зубами, держась за снэп, ни разу в жизни не пробовал. У меня даже такой мысли не было. И это была чистая максимальная случайность. И это прикольно. То есть я сам удивился. Прикольно. Типа для меня этот сессион прошел не зря только из-за этого момента. Притом, честно скажу, что этот трек меня вообще не тащит. И тогда ты мне передал танец.
трек Envice там какой-то. Про раунд свой, с сессиона. Трек из нового альбома Play, там... Нет, еще Envice. Там. Да, да. Вот, и он типа меня не тащит, но Лил мне там пострелял меня, и я такой думаю, давай, это твое развитие, камон. И так случайно получилось. Вот, поэтому круто, когда мы не знаем, что будет дальше. Это добавляет интереса. И из-за этого мне нравится крамп. Вот это самый настоящий фристайл, как по мне, и то, что меня затащило в крамп. Потому что, будучи в брейкинге, такого нету. Ну, типа, у меня такого не было. Ну, сложно в брейкинге импровизировать настолько. Это не камень туда, там, в твою сторону. Это мое личное. Возможно, просто я не был на таком уровне, чтобы настолько импровизировать в брейке. Хотя все фишки в брейкинге тоже получаются из-за того, что ты в состоянии эффекта какого-то, возможно, психоделического препарата начинаешь тренить, и у тебя какая-то жесть получается. Да? Возможно, ну, такое да, такое мы практиковали. Вот. Ну, это так все тренят, большинство, по крайней мере. Либо прошли через это, любое точно. В общем, а в крампе ничего не нужно принимать, ты просто расслабляешься, даешь себе свободу во всем и все. Вот. Получается, что ты хотел меня дополнить? Я просто хотел объяснить, что за трек. Да, это в начале ты руку там что-то тянул. Ты говорил про тайдайзе просто, они его все снимают, потому что ты видел много раундов в тайдайзе, но когда тайдайзе новый раунд выходит, все просто молятся, потому что уже редко типа выпускаешь. Ну сейчас в Инстаграме какую-то херню начал делать, раньше, поэтому они снимают. То есть с тайдайзом. Ну это ты говоришь про их сессионы американские, а если мы говорим про Европу, ну, да, вот там типа танцевали? Вот и я еще хотел сказать, что на Bouncing Walls, мне кажется, был, там один раунд был. Там просто конкретно начал, потом все просто французы врывались. Ну там такого, Girl One Shot вышла, фишку сделала, типа, а все остальные прям выходили именно за концепцией делать. Ну как по мне, я по-моему как. Ну окей. В общем, вам месседж мой понятен, да? Давайте тогда с вами попробуем сделать сессион как один общий танцевальный раунд. Неважно, вдруг, если вы захотите потанцевать и где-то там энергетика упадет, ничего страшного, мы включим трек сначала и будет новый раунд. Это не то, что типа, если мы не сможем удержать энергетику и так далее, то вот все, это значит сессион провален. Также типа, помните, я тоже говорил, что вот круто, когда вы как хайпите, так и выходите, когда вы уже в том состоянии, в котором вы будете танцевать, чтобы не было смены, когда вы хайпите, крамп, и вы начинаете жесткие, выходите и такие, добряки, типа начинаете хайпить, то есть, будьте в этом состоянии, в настоящем, вот как вы сейчас чувствуете на данный момент, и все время хайпите по-настоящему и хайпите. Ну, типа, много есть причин, почему я могу хайпить, потому что я переживаю за этого танцора, потому что я его поддерживаю и знаю сложности этих движений, которые ему сложно даются, потому что я вижу, что ему сложно делать, и мне хочется, чтобы он был уверенней в том, что он делает. И таких моментов еще много-много-много. Просто хайпить, например, я могу просто хайпить трек. Вот просто трек играет, танцор танцует, и какой-то момент мне нравится, я вау, прикольно, хотя танцор просто стоит, мне так хочется, а почему бы и нет, типа, я так хочу закричать, хочу сказать вау, хочу отреагировать на звук, а не только на танцора, да, это просто хайп. И пусть, если кого-то это сбивает, сори, но типа я такой настоящий. У каждого это по-разному. Но опять же, хайпить нужно, потому что хайп, он влияет на наш характер, на наше ощущение
как мы ведем себя на танцполе. Это хайп непосредственно влияет на это. Потому что сразу же можно увидеть танцоры, чуваки-крамперы, которые хайпят, прикольно, ну они просто хайпят активно. Они круто ведут себя на танцполе. И чуваки, которые не хайпят, а там стоят, отстаиваются, они на танцполе делают только то, что они запланировали. То есть это такие батл-дэнсеры. Вот. Они типа шаг вправо, шаг влево, очень им сложно дается. Вот. Тоже такой момент. Короче, экспериментируем с вами. И вот, передавать еще, передавать. Я не сказал, что нельзя передавать, но этого у нас очень много. Поэтому стараемся просто быть в состоянии с танцором и меньше передавать. Но если вы хотите передать или откровенно оставить концепцию какую-то на танцполе и уйти, окей. Но типа поменьше. Кто там у нас это супер делает? Юля? Юля делает этого много. На! Поменьше. Типа, прикольно будет, если вы будете во время дэнса коннектиться визуально с человеком, и он будет понимать, что, возможно, сейчас будет что-то с ним, и вы бам, и пошел уже какой-то, и он знает, что это нужно, ну, что может быть что-то. Зрозуміло? Тоді ми на этом с вами заканчиваем и начинаем танцевать. Эй, йоу,